Трамп сегодня ждет ответ от Ирана и сигнал к продолжению переговоров. Иран ответил: Трампу придется ждать столько, сколько решит Иран. Борьба за власть в Иране. Журналисты CNN назвали поименно тех, кто за и против мирной сделки. США атаковали 2 иранских судна с истребителей. Иран собирается заминировать интернет-кабели, ведущие из Персидского залива. Парад в Москве. Без техники, самый короткий за десятилетия, но с колонной северокорейцев. Фицо привез Путину послание от Зеленского. И в Кремле отрицают, никто ничего не передавал. Орбан окончательно все. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр принес присягу. Учения на Кубе. Правительство острова готовится к войне с США. А что сами кубинцы? Готовы воевать. Аукцион личных вещей Мэрилин Монро. Платья, украшения и самая личная переписка легенды Голливуда уйдут с молотка. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо. Начинаем. Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорого ответа от Ирана по поводу соглашения о прекращении войны. Предположительно, сегодня вечером посмотрим, как все пойдет. Как вы думаете, они намеренно затягивают процесс? Я не знаю. Скоро узнаем. Посмотрим, что будет. Послушайте, у них нет армии. У них почти ничего не осталось. Посмотрим, что будет. А вот как на заявление Трампа ответил представитель иранского МИДа Исмаил Багаи. Я уже говорил друзьям, этот вопрос по-прежнему находится на рассмотрении. Имеет ли для нас значение срок, который они устанавливают? Это для нас не важно. Мы делаем свое дело. Нас не особенно волнуют их сроки, слабость и затягивание. В Иране на фоне переговоров с США все заметнее становится внутренняя борьба за власть. Пока Тегеран пытается договориться с Вашингтоном о прекращении войны и новой ядерной сделки, против любых компромиссов выступает ультраконсервативная группировка Джебхе-е-Пайдари – фронт стойкости. Именно эту силу сейчас называют главным внутренним противником переговоров с администрацией Дональда Трампа. По данным западных аналитиков и CNN, представители движения считают даже сам факт диалога с США проявлением слабости. Они убеждены, Иран должен не договариваться, а добиваться уступок через давление и продолжение конфронтации. Фронт стойкости появился после протестов и кризисов начала 2010-х годов и постепенно превратился в отдельный центр влияния внутри Исламской Республики. Его сторонников иногда называют суперреволюционерами, людьми, которые считают себя хранителями идеалов революции 1979 года. После гибели Али Хаминеи и прихода к власти Моджтабы Хаминеи влияние этой группы стало особенно заметным. Сейчас Пайдари активно действует сразу по нескольким направлениям. Во-первых, парламент. 7 депутатов, связанных с движением, отказались поддержать заявление в поддержку переговорной группы. Во-вторых, улица. В Тегеране почти ежедневно проходят митинги сторонников жесткой линии, где требуют отказаться от уступок США и продолжать сопротивление. И третье направление – медиа. Это один из самых важных инструментов движения. Брат одного из лидеров ультраконсерваторов, Саида Джалили, занимает высокий пост в государственном телевидении ИРИБ. Через государственные телеканалы, сайты и близкие к движению медиа внутри страны постоянно продвигается идея, что переговорщики якобы готовы предать революцию. Сайт Раджа Ньюс, связанный с Пайдари, прямо обвиняет сторонников переговоров в готовности улыбаться убийцам Ирана и публикует материалы против любых контактов с американцами. Сам Саид Джалили остается одной из ключевых фигур радикального лагеря. На прошлых выборах он получил около 13 миллионов голосов и до сих пор сохраняет серьезное влияние среди силовиков, духовенства и части молодежи. Его сторонники требуют полностью исключить из переговоров любые обсуждения ядерной программы и считают переговорщиков слишком уступчивыми. При этом внутри иранской элиты усиливается раздражение действиями ультраконсерваторов. Даже многие консерваторы считают Пайдари слишком радикальными и опасными для стабильности страны. По мнению аналитиков, движение пытается использовать нынешний кризис для укрепления собственных позиций в системе власти. Речь идет уже не только о споре вокруг сделки с США, а о борьбе за контроль над Ираном после смены верховного лидера и войны с Израилем и Соединенными Штатами. На этом фоне заявления Трампа о расколе и хаосе внутри иранского руководства получают все больше косвенных подтверждений. Хотя власти Ирана продолжают демонстрировать публичное единство, борьба между различными центрами влияния становится все более открытой. И именно она может определить, каким будет Иран после окончания нынешнего кризиса. Ситуация вокруг Ормузского пролива продолжает стремительно обостряться. Центральное командование США заявило, что американская палубная авиация вывела из строя 2 иранских нефтяных танкера в Оманском заливе. Речь идет о судах Sea Star-3 и Севда под иранским флагом. По данным Центком, истребитель FA-18 Super Hornet с авианосца USS George Bush нанес точечные удары по дымовым трубам танкеров, чтобы не позволить им войти в иранский порт в обход американской морской блокады.
В Пентагоне утверждают, суда нарушали режим ограничений, введенных после начала американо-израильской операции против Ирана. Тегеран, в свою очередь, обвиняет США в атаке на гражданские суда. Иранские власти сообщили о 6 пропавших без вести после удара в районе оманского порта Хасаб у южного входа в Ормузский пролив. Столкновение произошло на фоне почти полной остановки судоходства через пролив. По данным морских сервисов мониторинга, за последние сутки через Ормуз не прошло ни одного коммерческого судна. До начала войны в конце февраля через пролив ежедневно проходили около 130 судов. Ормузский пролив – один из важнейших энергетических маршрутов мира. До войны через него проходило примерно 20% мирового экспорта нефти. Параллельно Иран продолжает расширять претензии на контроль над регионом. Иранские СМИ сообщают, что власти рассматривают подводные интернет-кабели в Ормузском проливе как стратегический актив. Речь идет о магистральных линиях связи, через которые проходит значительная часть мирового интернет-трафика и финансовых данных. По данным агентства Фарс, Тегеран хочет обязать иностранные компании получать разрешения, платить сборы и передать часть технического контроля над обслуживанием кабелей и ремонтом инфраструктуры иранским структурам. Как сообщает Associated Press, спутниковые снимки зафиксировали крупное нефтяное пятно к западу от иранского острова Харк площадью около 71 квадратного километра. Часть аналитиков связывает его с возможным разливом примерно 80 тысяч баррелей нефти в районе нефтяного терминала Харк. Другие эксперты считают, что пятно может быть связано со сбросом нефтесодержащих балластных вод танкерами, которые остаются заблокированными в регионе на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива. На Красной площади в Москве прошел парад к 9 мая, и он стал одним из самых необычных и самых сокращенных за последние десятилетия. Трансляция заняла около 45 минут. Для сравнения, юбилейный парад 2025 года продолжался почти 1,5 часа. Большинство парадов последних 15 лет длились не менее часа, а иногда больше 70 минут. Главной особенностью нынешнего парада стало полное отсутствие военной техники. Впервые с 2007 года по Красной площади не проехали танки, ракетные комплексы и бронетехника. Министерство обороны России объяснило это текущей оперативной обстановкой. Вместо колонн техники государственное телевидение показывало заранее подготовленные видеоролики с изображением вооружений. На экранах демонстрировали межконтинентальную ракету «Ярс», атомные подлодки «Архангельск» и «Князь Владимир», комплекс С-500, лазерную систему «Пересвет», истребитель Су-57, а также беспилотники, которые стали одним из ключевых символов войны против Украины. При этом воздушную часть парада отменять не стали. На фоне постоянных атак украинских беспилотников меры безопасности в Москве были беспрецедентными. В городе несколько дней отключали мобильный интернет, действовал так называемый «белый список сайтов», а в центре Москвы размещались усиленные расчеты ПВО и антидроновой группы. Российские власти прямо предупреждали Украину о возможном массированном ракетном ударе по Киеву в случае атак во время 9 мая. Накануне президент США Дональд Трамп объявил о согласованном 3-дневном прекращении огня с 9 по 11 мая. После этого Владимир Зеленский иронично подписал указ с разрешением 9 мая провести парад в Москве. На трибунах Красной площади в этом году практически отсутствовало российское правительство. По данным российских СМИ, министров и вице-премьеров не пригласили. Рядом с Владимиром Путиным находились в основном члены Совета Безопасности, руководители ФСБ, Минобороны, МВД, Росгвардии и администрации президента. Среди иностранных гостей были Александр Лукашенко с сыном Колей, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Лаоса Тхонглун Сисулит, а также представители поддерживаемых Россией сепаратистских регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии, а также руководство Республики Сербской, образования внутри Боснии и Герцеговины, известного своими сепаратистскими тенденциями и близкими связями руководства с Кремлем. Отдельное внимание привлекло участие военных из КНДР. Диктор во время трансляции заявил, что северокорейские подразделения участвовали в освобождении Курской области. В своей речи Путин вновь связал войну против Украины с противостоянием НАТО. Он заявил, что российские военные противостоят агрессивной силе, вооруженной всем блоком НАТО. А также сказал, российский народ может выдержать все. Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть. Наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу.
Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. В Кремле после парада 9 мая прошел торжественный прием для иностранных гостей. Владимир Путин поднял тост за поколение победителей, а также заявил о необходимости новой системы международных отношений на принципах равноправия и уважения взаимных интересов. А тем временем в центре российской столицы включили мобильную связь и мобильный интернет. По требованию российских спецслужб их отключили как минимум за 2 суток до парада. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, единственный из лидеров Европейского Союза, прилетевший в Москву на 9 мая. На параде на Красной площади его не было. Фицо ограничился возложением цветов к могиле неизвестного солдата. Однако главный смысл его визита в Москву заключается в другом. Премьер Словакии должен встретиться с Владимиром Путиным и передать ему некое послание от президента Украины Владимира Зеленского. Я очень рад, что завтра у меня будет возможность встретиться и поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Есть определенные вопросы, которые я хотел бы с ним обсудить, и, конечно, я хотел бы передать ему особое послание. Я также хотел бы сказать, какое главное послание я хочу завтра передать господину Путину. Základné slovo je dialog. Основное слово – это диалог. Musíme hovoriť a stretávať sa. Мы должны встречаться и говорить. Ja som absolútny zástanca akejkoľvek podoby prímeria Я абсолютный сторонник любого вида перемирия. a myslím si, že je stokrát rozumnejšie viesť ten súboj za rokovacím stolom, Я считаю, что во 100 раз лучше сидеть за столом и вести переговоры. И я хотел бы выразить уверенность, что мы уже движемся ближе к завершению конфликта. Напомним, Фицо и Зеленский встречались 4 мая в Ереване на саммите Европейского политического сообщества, вызвавшего всплеск возмущения в Кремле. Тогда Зеленский и Фицо обсудили пути сотрудничества в различных областях. Среди прочего, на встрече шла речь о вступлении Украины в ЕС. После встречи появились сообщения словацких, украинских и российских СМИ о послании, которое Фицо должен передать Путину. Встреча прошла в Кремле после парада. Перед протокольной съемкой в начале переговоров Путин и Фицо говорили в коридоре около 10 минут. Вот что удалось расслышать издалека. Через Германию, Чехию и Балтику прилетели. Балтику прилетели. Это вообще Балтику прилетели. Но это все равно лучше, чем на машине. И на лошади. Ну, по-моему, все у нас получилось достойно, спокойно, без излишней милитаризации. В Украине память о победе над нацизмом официально чтят 8 мая, вместе с большинством европейских стран. А 9 мая в Украине отмечают День Европы. Переход занял несколько лет. С 2015 года Украина отмечала 8 мая как День памяти и примирения, а 9 мая как День победы над нацизмом. Но в 2023 году, более года спустя после начала полномасштабной войны со стороны России, Верховная Рада и Владимир Зеленский окончательно изменили формат государственных памятных дат. Теперь единственным официальным днем памяти жертв Второй мировой войны и победы над нацизмом стало именно 8 мая. Украинские власти объясняют это стремлением дистанцироваться от советской и российской трактовки истории и подчеркнуть принадлежность Украины к европейскому политическому и культурному пространству. Несмотря на изменения официального календаря, и 8 и 9 мая люди продолжают приносить цветы к мемориалам Второй мировой войны. В Киеве цветы возлагали к обелиску Вечной Славы. В Одессе жители приходили к памятнику неизвестному матросу на Аллее Славы. В Харькове — к мемориалу погибшим советским воинам. При этом нынешние памятные мероприятия проходят на фоне продолжающейся войны с Россией. Накануне США объявили о согласованном 3-дневном перемирии между Украиной и Россией с 9 по 11 мая. По словам Дональда Трампа, стороны также договорились об обмене 1000 пленных. Однако многие украинцы встретили новости о перемирии с большим скепсисом. Украина, потерявшая во Второй мировой, по разным подсчетам, от 8 до 10 миллионов человек, теперь все чаще проводит прямые исторические параллели между борьбой против нацизма тогда и сопротивлением российскому вторжению сегодня. Росія це агресор, вона обдурить все одно. Росія все одно сорве ці переговори і це перемир'я. Война уже в течение 14 лет. Давно уже. Давно пора ее закончить. А люди умирают. Я Я думаю, что это вообще ничего не даст.
Война от этого не закончится. С одной стороны, это очень хорошо, потому что бессонные ночи уже немножко поднадоели. А с другой стороны, возможно, это как-то неправильно. Потому что уже сколько лет подряд наши парни борются, воюют за родную землю, за нашу страну. Но все-таки больше процента того, что правильно это сделали, хоть несколько дней мы поспим в тишине без огня. Путин этого не желает, он хочет власти, поэтому воюет. Без власти он ничто. А мы давно мирные люди, всегда были мирными людьми. Мы хотим мира. Ради того, чтобы вернулись тысячи военнопленных, я готова подождать, чтобы мы потом туда ударили. В Харькове, который регулярно подвергается российским обстрелам, люди говорили о надежде хотя бы на временное затишье. Чем меньше погибнет людей, тем лучше. Вот перемирие существует, остановились на 2 дня. Значит, на эти 2 дня сколько-то людей останутся живыми. Я только за. Вот это перемирие на день, на 2, на 3 – это временные меры. Нужен мир. Хватит 5-й год. Хватит. Сколько людей легло. Сколько разрушено. Я сам из разрушенной стороны. Я сам потерял все. На пенсии уже находясь. Все потерял. Мир нужен. Может случиться какое-то чудо, знаете, и это продолжение тишины, перемирия временного. Может оно продлится чуть-чуть, а потом, знаете, как оно постепенно и перейдет уже в переговорный процесс, так сказать, да, и будут решаться уже дела в кабинетах, а не на полях сражений. Ну, хотелось бы в это верить. Надеюсь, что перерастет в мир. Мир нужен всем. Мы все устали от войны. Мы не хотим войны. Я хочу, чтобы мои дети вернулись домой. Сын мой вернулся домой. В Венгрии официально начинается эпоха Петра Мадьяра. В субботу он прибыл в парламент Венгрии на первое заседание нового созыва перед вступлением в должность главы правительства. У здания парламента Мадьяра встречали сотни сторонников с венгерскими флагами и символикой партии Тиша. В моей личной жизни это на самом деле освобождение. Больше нет той ненависти, которая существовала последние 16 лет. И мы можем быть свободными, можем выражать свое мнение. Нам не нужно бояться того, у кого какие политические взгляды. Вот что это означает. Это связано с прошедшими 16 годами. Это исторический момент, и я действительно хотел быть его частью. Я следил за тем, что правительство Орбана делало против народа, против людей, грабеж, дела, связанные с непотребствами. И я почувствовал, что в этот день мы должны найти время выйти и отпраздновать то, что Венгрия была освобождена. Многие сейчас говорят, что все хотят крови другой стороны, но речь совсем не об этом. Думаю, наше чувство справедливости было сильно задето многими вещами, и было бы хорошо, если бы все это было восстановлено. После победы на выборах 12 апреля политическая сила Петра Мадьяра получила конституционное большинство и завершила 16-летнее правление Виктора Орбана. Западные СМИ называют происходящее крупнейшей политической перестройкой Венгрии за последние десятилетия. Во время кампании Мадьяр обещал восстановить независимость судов, сократить влияние власти на СМИ и пересмотреть часть реформ эпохи Орбана, из-за которых у Будапешта возник затяжной конфликт с Евросоюзом. При этом новый премьер подчеркивает, Венгрия не собирается отказываться от самостоятельной политики и будет жестко отстаивать собственные интересы внутри ЕС. Куба провела масштабные военные учения на фоне резкого обострения отношений с администрацией Дональда Трампа. Маневры с артиллерией и бронетехникой прошли в центральной части острова под контролем командования кубинской армии. На учениях присутствовал глава Центральной армии Кубы генерал Рауль Вильяр Кессель. Напряжение вокруг Гаваны растет после заявлений Трампа о том, что Куба следующая. Вашингтон уже расширил санкции против кубинских военных и государственных компаний, а также резко ограничил поставки топлива на остров. Из-за энергетического кризиса на Кубе усиливаются перебои с топливом и регулярно происходят блэкауты. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал действия США экономической агрессией, а глава МИД Бруно Родригес заявил, что угрозы военного вмешательства являются международным преступлением. А вот что жители Гаваны думают и об учениях на случай войны, и о новых санкциях со стороны США. Могут появиться новые санкции. Нас могут сжимать все сильнее и сильнее, чтобы посмотреть, уйдет ли правительство мирно, но войны быть не может. Как? У нас нет границы ни с кем, чтобы можно было убежать тем, кто не хочет воевать, тем, кто хочет уехать. Не все хотят воевать. Те, кто хочет уехать, не хотят воевать. Люди с детьми и семьями не хотят воевать. Тот, кто, например, не хочет здесь оставаться, кто не хочет ввязываться в этот конфликт, кому все это не нравится, что ему делать? Я не думаю, что война — это нормально. Не думаю, что будет война.
Я боюсь того, что не будет настоящего решения, как для общества, понимаете? Что не будет настоящего решения, не будет реальных перемен. Вот чего мы действительно боимся, что мы продолжим жить в той же агонии, не сможем поставить еду на стол, не сможем обеспечить хорошее образование. Сейчас дети не ходят в школу, а те, кто ходят, не учатся. И все это имеет последствия. Все это является частью политики США в отношении Кубы. Реальность такова, что в итоге страдают и дети, а ведь они будущее. Война никому не нужна. Ни нам, ни им, никому. Как говорил наш Антонио Массео, тот, кто попытается захватить Кубу, соберет лишь пыль ее пропитанной кровью земли, если сам не погибнет в борьбе. То есть мы не хотим войны, мы хотим мира, потому что Куба хочет мира, Куба не хочет войны. Но если нам навяжут войну, конечно, мы будем защищаться, даже ценой собственной крови. Личные вещи Мэрилин Монро выставят на аукцион в США. Торги приурочены к столетию со дня рождения голливудской звезды и обещают стать одними из самых откровенных в истории, связанных с ее именем. Но Мэрилин — это просто икона. И красота, и, возможно, ее уязвимость. И знаете, она просто находит отклик. Думаю, есть что-то на уровне вибрации, из-за чего люди до сих пор любят и обожают Мэрилин. Это удивительно. Она единственный человек, чья популярность продолжает расти и расти. На продажу выставляют украшения, одежду, картины, стихи, личные записки и письма, которые десятилетиями хранились у близких друзей Монро, поэтов Нормана и Хеды Ростон. Организаторы подчеркивают, многие документы публика увидит впервые. Среди них письма о ее отношениях с драматургом Артуром Миллером, переживаниях после потери ребенка и страхе смерти. Эти предметы никогда раньше не демонстрировались и никогда не предлагались публике. Все это буквально находилось в пределах наследия Нормана и Хеды Ростен. Поэтому это действительно особенные вещи, потому что это не тот материал, который десятилетиями покупали и перепродавали. Это, откровенно говоря, настоящее открытие. Речь идет, например, об украшениях, которые были на ней, когда она послала тот знаменитый воздушный поцелуй в тех самых маленьких серьгах-кольцах. Один из моих любимых предметов находится позади меня. Это шерстяной костюм Кристиан Диор с юбкой, который она носила во время свадебного путешествия с Джо Димаджо. Он невероятно элегантен. Он прекрасно смотрелся бы и в сегодняшнем мире моды. И просто сама конфигурация пуговиц, посадка по ее фигуре — это определенно один из моих любимых предметов. У нас есть, например, письмо времен съемок фильма «В джазе только девушки». Оно написано на бланке отеля «Хотел Дель Коронадо». И это было как раз перед тем, как у нее случилась проблема с запрещенными веществами, и съемки пришлось остановить. Она писала: «Мне кажется, будто я тону». В ее письме буквально чувствуется тревога. Она писала, что руки у нее дрожат. И на бланке «Хотел Дель Коронадо» она нарисовала маленького человечка в воде и написала: «Помогите». Это действительно очень пронзительно и печально. В то время она, по сути, находилась в крайне тяжелом состоянии. Организаторы аукциона говорят, что эти материалы показывают не только образ символа Голливуда 50-х и начала 60-х годов, но и тяжелое психологическое состояние актрисы в последние годы жизни. Мэрилин Монро скончалась в 1962 году в возрасте 36 лет. Обстоятельства ее смерти до сих пор остаются предметом споров и многочисленных теорий.